Так что, а у нас ежемесячный выпуск новостей в мире AI-технологий, но только по традиции собираю для вас новости, которые действительно могут быть вам полезны. Новости, которые вы можете применить. И первая классная новость от чата GPT, а их аж целых две. Мы давно уже в чате GPT можем создавать реалистичные классные картинки, просто общаясь с чатом. Но большой проблемой было то, что невозможно ничего менять на картинке. Что можно сделать в Midjourney, например. Так вот, теперь это стало возможным. И любую сгенерированную нами картинку теперь можно поменять точечно. Например, генерируем картинку. Илон Маск идет с роботом под ручку. Илона Маска генерировать не можем. Предлагаю сгенерировать мужчину с роботом. Соглашаемся. Окей. Получаем вот такое вот содержание. Какой-то он нерадостный. Изменим. Здесь нажимаем на вот эту кнопочку, меняем ее поменьше, выделяем область, пишем «Мужчина улыбается». И вуаля! Теперь совсем другое дело. С текстом, конечно, она пока работает не так хорошо, если мы хотим что-то изменить именно в тексте. Но если мы хотим убрать текст, то работает классно. И еще одна вторая новость про чат GPT, а это то, что можно использовать чат GPT 3 и 5 без регистрации бесплатно для всех. То есть ты просто вбиваешь в гугле чат GPT, переходишь по ссылке, и он работает без регистрации. Ну, в таком подходе, естественно, не будет сохраняться ваших диалогов, то есть это как бы пообщаться с чатом GPT в окне инкогнито. Но это стало доступным, я думаю, что это очень хорошая новость для многих из вас. Используйте. Вторая новость о боте в Telegram под названием Syntax. Эти обновления вас точно должны порадовать. На данный момент, на самом деле, если честно, это лучший бот, который я пробовала. Напоминаю, это бот, в котором есть настоящий чат GPT, Midjourney, видеогенерация, редактирование фото и так далее. Так вот, у них теперь еще больше обновлений. Расскажу про те, которые мне понравились и будут вам актуальны. И первое из них это генерация аватаров. Теперь в синтаксе можно сгенерировать своего цифрового аватара. Заходим в видео будущего, создать аватар, загружаем свое фото и либо текстом, либо голосом проговариваем, что мы хотим, чтобы наш аватар сказал. Привет, ребята, у нас новое видео. И за пару секунд у меня мой цифровой аватар. Привет, ребята, у нас новое видео. Классно, супер. Второе обновление. Это генерация песен от Суна. Эта нейронка, наверное, сейчас у всех на слуху, потому что она действительно генерирует очень классные песни по всем вашим пожеланиям. И теперь она есть в их боте. В боте есть чат GPT, поэтому заходим в него, просим сгенерировать нам песню. Песня про лето 2024. Потом копируем, выбираем Suno AI. Здесь, кстати, они сделали очень удобно, и если ты не разбираешься в стилях, то можно просто выбрать нужных тебе артистов, стиль и так далее. Вставляем наш текст, и вуаля, слушаем, что получилось. Солнце встает, день новый манит нас, лето пришло. Все как во сне, как в волшебном стекле. Мы под пальмами, где шепчет ветер в такт. Третье обновление, которое мне очень понравилось, это реставрация или редактирование фотографий. И теперь это можно сделать на телефоне в синтаксе. То есть мы сюда заходим, например, сделаем маме подарок. Берем ее детское фото, загружаем сюда и за пару секунд нейросеть из этой фотографии сделала вот это. Или, например, если нам нужно просто изменить фотографию. Например, я сюда загрузила робота, но я хочу, чтобы вместо денег в руках у него была книга. Обвожу место, где я хочу, чтобы была сгенерирована быть книга. Робот держит розовую книгу. Вуаля! Робот держит розовую книгу. В общем, на самом деле у ребят очень много обновлений. Это еще не все, там еще много обновлений в Midjourney, поэтому заходите, тестируйте. Благодарочка, лайк. Следующая новость. Обновление от Heigen. Это нейросеть, в которой сейчас все создают аватар. Кстати, давайте с вами проведем игру. Кто найдет в этом видео отрезок, где будет мой цифровой аватар, а не я, получит месячную подписку на чат GPT 4. Нужно быть на меня подписанным, найду среди комментариев. Так вот, обновление в Heigen. Если раньше можно было создавать аватаров, которые только статично могут только сидеть, либо стоять, то сейчас аватары могут двигаться. То есть это вообще входит в эру суперреалистичности, где человек, который вообще не слышал про нейросети, никогда не догадается, что это нейросеть. Он может полноценно перемещаться по виртуальному пространству, будь то это парк, либо это оживленная улица, либо как бы это было бы настоящее телевизионное шоу. Функция называется Avatar in Motion, протестировать ее можно будет по ссылочке в описании. Просто пишите готовому аватару текст и пишите свою почту, через пару минут результат придет именно туда. Вот, кстати, что у меня получилось. Привет, я Валера, и я прямо сейчас иду по газону, зная, что мне не придет штраф, потому что я сгенерированный цифровой аватар, поэтому я могу делать все, что захочу. Как вам такое обновление?
Неплохо, неплохо. И еще одна новая функция в Heygen под названием стриминг аватар. Вот эта функция просто взорвет вам мозг. Это функция, которая позволяет общаться с вашим аватаром в реальном времени. То есть мы создаем наш аватар, загружаем в него базу данных, затем добавляем, например, его на наш сайт, и каждый пользователь, например, вы сможете задать вопрос мне, моему цифровому аватару, как голосом, так и текстом, и взамен получить почти живой ответ. Пока выглядит это не так круто, я бы сказала, но вы можете уже протестировать. Зайдите на сайт в раздел «Стриминг аватар». Помните новость про компанию Neuralink и первого пациента, которому вживили чип в голову? Так вот, этот парень сейчас дал интервью и рассказал, как это работает. Это просто взрыв реальности. Парню 29 лет, он стал парализованным ниже плеч и внедрил в себе чип Neuralink. Так вот, к нему пришли домой, чтобы спросить, как вообще он себя чувствует, показать, как он действует, и он показывает, как он силой мысли в буквальном смысле этого слова играет в игру шахматы. То есть он смотрит на экран, представляет себе движение курсора, и курсор перемещается в нужное место. Он это сравнил с использованием силы из «Звездных воинов», где он в прямом смысле этого слова использует силу мысли для управления курсором. Я думаю, что это очень крутая новость, которая заслуживает внимания на этом канале, чтобы показать вам, что такие технологии уже есть. Да, возможно, не совсем классно оказаться в числе первых, потому что это только все-таки испытание, но такие технологии уже потрясают. И раз мы уже говорим за Илона Маска, то еще одна новость, я думаю, она вас очень порадует. А именно нейросеть Илона Маска Grok выпустили новый апгрейд, и их чат теперь Grok 1.5. Чат-бот, который, кстати, своеобразный, почти без цензуры. Так вот, Grok теперь может воспринимать и обрабатывать информацию в 16 раз больше, чем его предшественник. И самое интересное, что Илон Маск, который раньше критиковал секретность того же OpenAI, которые скрывают свой код, решил сделать Grok 1.5 доступным для всех. То есть исходный код будет открыт, а это означает, что у любого есть шанс теперь работать с этим чат-ботом, экспериментировать и создавать что-то свое. Новая версия Grok 1.5 будет доступна, кто уже пользуется Grok на платформе. Если вы еще не пользуетесь, ссылочка будет в описании, можете зарегистрироваться, и вам тоже скоро откроют Grok 1.5. Со временем они обещают сделать это доступными для более широкой аудитории. Первые регуляции или, по крайней мере, меты защиты появляются на рынке. Мета принимает меры и будет теперь помечать контент, который сделан AI. То есть, когда люди будут загружать фото или видео в Facebook, Instagram или Threads, мета-детекторы будут помечать то или иное фото, сделано оно с помощью AI или нет. Как я считаю, что это классная новость, и наконец-то уже появляются вот такие вот защиты настоящих артистов, настоящих фотографов, которым до этого было страшно за их работы, что теперь не различить и не отличить, где же настоящая работа, а где же сделано с AI. И мне кажется, эта новость классная, потому что, наоборот, теперь начнут более ценить настоящий человеческий труд. Новость про разоблачение Amazon, а именно того, что у них не было каких-то сумасшедших технологий, про которые они говорили, а именно магазины без кассиров и людей, где якобы человек заходит в магазин, технология отслеживает, какие товары он взял и выставляет ему чек, и деньги снимают с его карты. Так вот, вместо мощных детекторов, камер, оказывается, сидели индусы, которые смотрели камеры и наблюдали за человеком и его действиями. Около 1000 человек из Индии. И в итоге оказалось, что вот такой вот магазин от Amazon только теряет деньги, и они решили закрыть проект. Никакой силы ИИ. Свежий анонс от Stability AI. Они запустили новую версию своего аудиоинструмента, который позволяет создавать музыкальные треки до 3 минут длиной, то есть полноценный трек, где он может превратить не только текст в музыку, но и транслировать уже существующие записи в новые музыкальные треки. И основной фишкой их является именно возможность создавать полноценные композиции, где есть введение, развитие, завершение. Теперь вы можете попробовать действительно себя в роли диджея. Берете ваш любимый трек с другим каким-нибудь треком, комбинируете и получаете новый какой-то микс, полноценный трек. Ох, ребята, Adobe только что выпустили большие обновления. Я думаю, ему будут рады все, а именно инструменты с искусственным интеллектом для монтажа видео, для редактирования видео, для создания видео. То есть у них есть такие 3 новые обновления. Это генеративное расширение. Например, если вам нужно несколько дополнительных кадров, и сможет сделать ваши кадры немножечко длиннее. Либо удаление предметов. Теперь вы сможете удалить любые объекты с видео или добавить новые элементы в видео. И генерация роликов. То есть теперь можно будет просто описать, что нам нужно, и создаст видеоклип. И это все будет доступно уже в самой монтажной программе. Не нужно будет это делать где-нибудь на стороне и потом это загружать в монтажную программу. Супер удобно,
Классная новость. И напоследок свежая новость от Google, а именно людям, которые сейчас внедряют искусственный интеллект в свои программы, в телеграммы, то есть которые используют именно API. Так вот, Google представили обновленный инструмент Gemini 1.5 с новым API. Напоминаю, что основной фишкой этого API является то, что он может обрабатывать до 1 миллиона токенов в контексте. К тому же эти модели теперь открыты в более чем 180 странах. И один из ключевых нововведений является именно возможность модели понимать аудиоконтент. Она может переводить большие подкасты, видео и даже диссертации в текст без предварительной обработки. А это означает, что теперь можно будет загружать в модель огромные аудио, видеоматериалы, и она без труда переведет их в текст. Новая версия доступна через API Google AI Studio, где разработчики смогут получить доступ к ключам API и начать использование новых функций.